Привет, командиры! Вы на канале David Games, и мы погружаемся в легендарную стратегию CNC Generals Zero Hour. Готовьтесь к эпичному сражению, хитрым стратегиям и крутым тактикам. Сегодня мы с вами будем смотреть бой аж из 2005 года. На ваших экранах команда Мафия, в которой состоят Nike под зелеными цветами, Китай пехотный генерал, его напарник Атланта, Гла ванильный под фиолетовыми цветами. Напротив них стояла команда Хаос и игрок Ксуд или Худ, как правильно, не знаю. Но, думаю, разберемся по ходу игры. Он играл за ванильного глашника. И рядышком с ним его напарник под синими цветами Горилла. Китай пехотный генерал. Не забывайте прожать лайк, подписаться и включить колокольчик, чтобы быть на шаг впереди и в битвах за победу. Ну что ж, генералы, вы готовы? Ну тогда давайте, собственно, смотреть. У нас уже на карте имеются первые стычки. Пытается Атланта установить норки, перейдя за центр карты, но ему в этом активно мешает игрок под никнеймом Горилла. Что касается игроков, я не знаю, может они в будущем никнеймы и поменяли, но в современности я знаю точно таких игроков на, как говорится, мировых аренах генералов не наблюдается. Не дали достроить норку тут на 100% Атланте. Придется нового рабочего туда вести, но, собственно, игра идет такая в своем русле. Каждый игрок занял свои ресурсные точки, и начинается уже активная борьба. Далее по карте пытается Nike помочь своему напарнику Атланте пробиться через центр. Едет на выдвинутый ресурсный центр Гла 2 аванпоста, которые, в принципе, видят и невидимые цели, но тут, к сожалению, для глашника Ксуда он играет за ванильного Гла генерала, поэтому у него ванильные норки придется апгрейдить, если ему прям так сильно захочется. Забегание делает и Ксуд в том числе, пытается тоже норку поставить ближе к базе Атланта. У Атланта слабовато тут с базой, потому что техничка проехалась по рабочим и уничтожил, я так понимаю, военный завод здесь был, да? Ладно, мы потом еще посмотрим, вернемся к этому моменту. Ну и давайте смотреть, собственно, далее, как у нас игра развивалась. Танк-дракон прорывается к более дальнему ресурсному центру. Тут уже есть у нас один аванпост, который тормозит немножко развитие для Гориллы. Стоит, не бездействует просто одна техничка. У нас Nike вообще без каких-либо пока повреждений идет. Ему базу особо не трогали. Ну и помогает, он активно помогает рядом стоящему с ним напарнику. И вроде как центр они совместными усилиями отбивают. Но есть уже выпад от Ксуда по правому флангу данной карты. Карта, кстати, Fallen Empire, ванильная, ничем не измененная или никем не измененная, достаточно дефолтная, вы все ее должны, по идее, прекрасно знать. Сверху продолжается, кстати, борьба за этот ресурсный центр, и попытка была подорвать техничку вместе с аванпостом, но аванпост взорвался, но там все-таки остался один ракетчик в живых, и он будет продолжать там свое начатое дело. На правом фланге у Ксуда все, в принципе, нормально. Он выдавливает Атланта с его родной территории. Сразу же бежит рабочий из дальней норы строить ресурсный центр на вражеской базе. Ну, а здесь до сих пор орудует один ракетчик и заставляет продать Гориллу свой ресурсный центр. Там уже даже пытается Атлант зацепиться за территорию сверху. Ну а внизу у нас происходит эпическая битва между пехотным генералом против глашного генерала. И пехотный генерал остается победителем. Nike поехал, даже не поехал, а ребята побежали своим ходом дальше. Понимая прекрасно, что здесь, может быть, зацепился Ксуд. И не зря он туда идет, потому что здесь ресурсный центр находится голенький, нечем его крыть. Пытается Атлант
тоже не отставать в этой игре, пытается хоть как-то навязать сопротивление к суду. И проехался так по его базе одной техничкой. Как минимум разведал, что там имеется на вражеской базе, и возвращается к себе обратно. В ответ Ксуд тоже делает такой же выпад с подрывниками. Подрывает военный завод, но не до конца. Он только до канализационной норы. То есть придется еще вести пацанов, чтобы добить окончательно эту территорию. Что по рангам? По рангам у нас у Ксуда и у Найка есть вторые ранги, у Атланта и Гориллы вторых рангов нет. Пытается Горилла тоже идти в свои атаки, но у него как-то это вяленько получается, не очень уверенно, и у Найка проблем это не вызывает вообще никаких. Вообще Найк чувствует себя вполне себе свободно. Не сказал бы, конечно, так, что у верхней команды все тихо и спокойно. Там тоже проблемы были в свое время, и китайский генерал как-то на верхней команде более неуверенно выглядит. Тут уже и ресурсами. Ресурсы у одной и у другой команды, в принципе, уравнялись шансы. На центральной позиции уничтожили добычу с ресурсного центра для Глашника. Ну а здесь сверху только-только вот Горилла восстановил все эти попытки. Да, и чуть было не вылетел Атланта, вот еле-еле зацепился за свой собственный ресурсный центр. Это, по сути, единственное его здание на данный момент. И очень-очень тоненько сейчас ему придется играть, чтобы не вылететь окончательно из игры. Тут в центре продолжается баталия, и опять Найк ее выигрывает у Глашника. Танк Дракон сжигает всю имеющуюся технику. У ребят, которые здесь бегали с ракетами, тоже не получилось. Два аванпоста защищают базу у Атланта. Атлант пытается как можно быстрее восстановиться. Денег ему на это дело не хватает. У него всего там $400 на данный момент. У Гориллы есть строитель. Поэтому ему проще в этом плане. Он продолжает строиться. Но как-то очень вяло у него выглядит база. У него все получается везде. Все ему подрывали. Поуничтожали. Если аэродром у Найка. У Найка есть аэродром. У него нет... есть центр пропаганды. Все, значит, нормально. Пытаются подрывать ему аэродром. И это удачная атака была произведена подрывниками. Придется новый построить. И новый, собственно, и строят. Внизу продолжает Найк защищать своего напарника. Напарник там живет очень и очень слабо. Поехала техничка от Атланта вперед. Все-таки база базой, а попытки у него ходить в атаку все-таки имеются, хоть и небольшими силами. Но он пытается так рейдами проскакивать на базу к Горилле. Пока вроде как не успешно. Ну, очень-очень тяжело сейчас дается игра для Атланта. Ему приходится базу с нуля восстанавливать. Это потраченное время, потраченные нервы. Здесь еще один рейд от Ксуда и достаточно большое количество техничек. Там уже черная лотос бегает. Она может где-то напакостить. Потому что это, наверное, самый пакостный, неприятный персонаж в игре, который может перехватить здание. Очень неудобно против нее играть. Приходится очень сильно отвлекаться. Справа там продолжает Найк защищать своего напарника. Прочистил там норки. Здесь норка была и здесь норка была. Все там подчистил. Ну и попытка от Ксуда потихонечку проваливается. Потому что теряются технички. Особых больших успехов они не добились. У Найка есть чем там обороняться. Но потерял центр пропаганды по пути. Горилла как-то слабенько выглядит на самом-то деле. Ему, наверное, не давали играть всю игру. Он пол игры был с одним ресурсным центром, а вот у Найка в этом плане было все хорошо. Хотя тут тоже потерял свой ресурсный центр. Но очень-очень сильно бодаются обе команды. Тяжело им приходится в этой игре. Очень много движения по карте имеется. Потому что... тяжело за всеми моментами уследить, но ничего, я думаю, что мы все увидим.
Так, ну и пытается теперь уже Найк перейти в свою атаку. В центре у нас Ксуд добывает. Ему, в принципе, неплохо себя чувствует. Но вторичной экономики, кстати, ни у одной из команд так и не наблюдается. Сразу мигами решил норки закрывать, но вовремя вывел Ксуд свои квады. И норку закрыть сходу не удалось. Пытается с двух флангов атаковать сейчас Найк и справа, и в центре, но не получается. Даже поехал чуть левее, на самый левый край карты. А там уже и Атлант успел поставить свою норочку. Сразу же и маячит Ксуд, что там норка есть, чтобы не останавливался горилла, и поехал далее чистить это все дело, чтобы не мешалось. Сверху опять техничка, опять подрывники, опять не дают горилле добывать ресурсы. И уезжает оттуда техничка. В принципе, чувствует себя более-менее чем комфортно. Ой, еще и безнаказанный уйдет. Собрал небольшую группу с квадами Ксуд, и все-таки норку эту уничтожают. Миги в воздухе постоянно летают, выполняют свои задачи, которые им ставит Найк. Ну и есть черная Лотос. Подбегает к военному заводу. Военный завод вообще никем, ничем не прикрыт. Есть, конечно, миги от гориллы, но проблема в том, что не реагирует на захват своего же военного завода горилла. Придется теперь или терпеть от него, или уничтожать, потому что если его так оставить, он может много неприятностей и шороху навести. Еще одна техничка проезжает по базе гориллы. Да, военный завод все-таки продал Найк. И это будет подрыв аэродрома. И падают миги. Падают миги, к сожалению, а им негде сесть. Так, а где ж... Где у нас... Где у нас... Ой, а что, нет... Нет бульдозера? Угу. Бульдозер уничтожили. О, гориллы. Ну ничего, мы все дело увидим, где он на самом деле потерял. Где он потерял такие драгоценные свои юниты. Полетели уже первое повышение. У нас ковровая бомбардировочка и артиллерийский удар по базе Ксуда. Закрывается военный дворец, который, в принципе, давал возможность играть более усиленными юнитами Ксуду, но, в принципе, он ими и не пользовался. Он в основном хватами играет, поэтому ему дворец был нужен, скорее всего, что для постройки вторичной экономики, но он вторичную экономику так и не строил. Пытается пробиться Ксуд на базу к Атланту, вывести его из игры. И идет в разрезающую атаку. Ему помогает в этом плане горилла. Горилла немножко отстает и попадает в такое небольшое окружение сразу с трех сторон. Тут встречает Атланта, ну, маленькими силами, не самые большие группы тут ведет. А вот сзади Найк отрезает гориллу. Горилла не может прорваться к своему нападающему другу. И приходится к Суду самому в гордом одиночестве идти. Ага, здесь используют ребелей. Суд и потихонечку сбривает все миги. Давайте посмотрим на атаку от Ксуда, которая идет на базу Атланта. Но тут как тут уже два аванпоста, причем полных, и один квад уже остается неудел. Продолжает Ксуд давить сразу двух игроков. Горилла остался без помощи своему напарнику. Бульдозера у него нет, ему где-то его выбили. Да, ну и здесь, к сожалению, для Ксуда тоже неудачная атака. Пытается горилла атаковать через всю карту по диагонали. Непонятно, получится, не получится. Атакует сразу по командному центру. Понимает прекрасно, что из командного центра повышениями тоже будет неплохо долбить по ним. Там же Найк не парится, не стал возвращаться к себе домой. Считает, что и этого будет достаточно отбиться. Ну и из всей этой группы молодых и красивых остались только двое, которые успели заминировать командный центр.
Ну и по правому флангу все-таки прорываются к базе гориллы, а у гориллы все, это уже последнее, что остается, и передает свои технологии к суду. Есть электростанция, казарма и все, да, больше ничего китайского нет. Но электростанция для глашника это тоже хорошо, но скорее всего, что без электростанции сейчас останется глашник, да, так и есть. И достаточно большую группу пехоты привел сюда к суд для того, чтобы отбить своего напарника. Но напарник, наверное, все-таки не успел, не дожил до этого момента. Теперь, получается, к суд будет свою уже территорию защищать на правом фланге. Еще одна техничка, два подрывника. Два подрывника будет мало. Да, мало. Надо будет еще и третьего сюда отправить. Третьего высаживает аж за 2 километра. Ему придется пешком топать. И он, кстати, добежит. Ему некому его останавливать. Миги уже в воздухе. Здесь ребята, к сожалению, сгорели на работе, как говорится, да. И еще миги. Продолжается атака. Атлант потихонечку ожил. Он огрызается. Небольшими группами, конечно, но его технички по всей карте катаются и приносят немало неприятностей. Много подрывают. Некоторые из подрывов, может, даже и не успели с вами увидеть. Слишком много событий в этой игре. Постараюсь все события как можно больше вам показать. И опять рабочий забегает на левом фланге. Здесь опять можно поставить норку. Уже не первый раз Атлант пытается туда норочку бахнуть. Не знаю, насколько это будет успешно. Сам же суд понимает, что дело пахнет непонятно чем, да? Ладно. Надо, короче, атаковать. Надо идти вперед, потому что иначе победы здесь не видать. Играет он 1 в 2. Причем, что самое интересное, деньги-то на карте уже заканчиваются. Остались только ресурсные центры ближе. Вот они один напротив друга остались. Вот буквально там деньги и есть. То есть за них сейчас, наверное, пойдет основная борьба. У Атланта тоже денег не хватает. У него есть там 2000. Вроде как пока последние коробочки добивают. Квады стали тут, спрятались за казармой. Но не факт, что эта казарма им поможет. Здесь уже аванпосты. И один танк Скорпион пытается им прийти на помощь. Но миги, конечно, в воздухе. Ценой потери одного мига. Но Nike все-таки отбивает свою базу. И приходится немножко так уже хромающими ребелями продолжать свою атаку. Но таким образом долго атаку свою не продолжишь. Здесь держит оборону Ксут сверху. Пытается к нему через центр прорываться остатки пехоты от Найка, но там им далеко не пройти. Здесь норка есть. Маловероятно, что там что-то получится. Атланту мало базы, мало своей территории. Он решил еще и пойти на вражескую. И пытаться зацепиться там норкой. Там, кстати, аванпост смотрит. Видит, что там никого нет абсолютно. Ох! Здесь был подрыв аэродрома. А тут же мины. Как он умудрился подорвать? Вот это вот очень интересный момент. Упущенный, к сожалению. Но ничего страшного, как говорится, да? Разберем его. Опять же, попытка суда через центр прорваться на базу к Атланту. Ну, группы маленькие, на самом-то деле. Здесь есть Джарменкел. Но против Скорпионов квады не самое лучшее решение. Они очень быстро складываются. Причем квады без каких-либо апгрейдов. Они просто как вышли с завода, так и остались. А вот у Скорпионов как минимум есть апгрейд на ракеты. Тусует здесь Джарменкел от Ксуда. И полетели у нас мины, да? Ага, мины на проход, мало ли. Чтобы не было проблем. Тут уже трехлучковая тачанка катается. Ну, а тут уже все. Тут атака у Ксуда захлебнулась. Остался только один Джарменкел, который пытается навязать свою игру. Но, к сожалению, для него это не самый удачный момент. Тут слишком много всего всякого.
И оно все это дело ведет на него охоту. А, продает каркас командного центра. Надо будет где-то в другом месте его влепить. По деньгам, конечно же, проблема. У одной и у другой команды есть вторичная экономика в виде одного черного рынка Уксуда, но этого будет явно недостаточно. И один добывающий ресурсный центр, который, ну, в принципе, деньги приносит. Но туда уже летит ковровая бомбардировочка. И, к сожалению... не до конца, но рабочих все-таки покоцал неплохо. Уже вовсю начинает защищать базу своего союзника Атлант. И вроде как получается. Ну, все тут коцанное, перекоцанное. Но есть повышение. У китайцев все в этом плане нормально. Здесь идет игра в прятки. Повыбивал здесь рабочих всех. Все, что видел, все выбито. Радар, чтобы не мешал. Да, ну и сюда уже заблокировал добычу с ресурсного центра Атлант. И выбивает. И выбивает отсюда полностью суда. Вот. Тяжелая игра идет для обеих команд. Команда Хаоса уже осталась с одним игроком. Горилла выбыл. А вот у команды Атланта даже не хватает, вот, допустим, денег для того, чтобы заказать... себе рабочего, хотя бы одного, чтобы достроить командный центр. Пытались тут своим ходом добежать подрывники, неудачно, Норка все дело закрыла. Тут продолжалась погоня до сих пор за этим Джарменом Кэллом, но его все-таки нашли. Не успел он отстрелить по этому грузовичку с радаром. И, к сожалению, Джармен Кэлл не добился каких-либо успехов. Пытается захватить чужие технологии и юнитами. Нормально так получается. И полетел очередной арт-удар. Куда он полетел? В сторону дворца или куда? Ну, давайте, собственно, смотреть. Там черная лотос бегает от Найка. Ага. По вторичной экономике. Не нравится то, что у Хаоса есть денежка. Надо, чтобы он совсем был без ничего. Так считает Найк. Ну и черный лотос здесь полностью себя чувствует как у себя дома на этой территории. Тормозит все. Была сброшена еще и ЭЦМ-бомба. И есть у Найка все-таки добыча. Есть. Добывают коробочки. Так. Денежка у мафии откуда-то появилась. Это, скорее всего, что кэш-баунти он взял, да? Ковровой бомбардировкой решил закрыть военный завод. Тоже неплохой вариант. Опять же, пытается изо всех сил Хаос как-то сражаться. Денег у него явно не хватает. Ему в этом плане сложно. Встал тут в центре, подумал, стоит ли идти ресурсы выбивать, или, может быть, попытаться счастье добить Атланта. Решил попытать счастье добить Атланта. А Атланта нечем особо защищаться. Есть два танка Скорпион. Слушай, ну Скорпион есть трехлычковый, он достаточно жесткий, с двумя ракетами. И неплохо так справляются. Мины сюда еще сбросил Найк, помогает своему товарищу. И эта группа Уксуда тоже оказалась крайне неудачной. Тяжело Уксуду одному играть против пехотного и глав генерала. А тут еще и Найк приехал помочь своему другу. Ну и летит туда токсобомба. Ну, это уже чисто подловить хотя бы что-нибудь вражеское. Есть один квад, байтит его специально. Потому что, судя по траектории, летит он как раз таки на аванпосты. Да, приземляется удачно. Сверху орудует черная лотос. Попытка была захватить командный центр. Неудачно. Сразу туда открывается скрытая атака. И все, черная лотос мимо кассы. А тут до сих пор, кстати, катается одна техничка. Достаточно тяжелое противостояние. Играют обе команды до последнего. То есть не сдаются раньше времени, потому что есть такое, что когда видят безнадежные ситуации, сдаются и
у них настроение падает, руки опускаются, и давай начнем все с нуля, может быть там попрет. Нет, здесь же ситуация такая, что такое ощущение, как будто это была последняя игра, решающая, и драка была не на жизнь, а на смерть. То есть везде все перекрывалось, везде все тормозилось, останавливалось, причем с обеих сторон. Но, конечно, да, команды мафии за счет того, что пехотного китайского генерала со старта не выбили, а ситуация для гориллы была немножко другая, он и остался без бульдозеров. В общем, ситуация была у пехотного генерала из команды Хаоса достаточно сложная. Тут прилетела ковровая бомбардировочка, и так денег нет у Ксуда, а еще и выбивают ему то, что у него остается. Миги полетели в сторону дворца. Дворец, к сожалению, сгорает, не сгорает. Походу... Нет, походу не сгорает. Ну, скорее всего, что будет повторная атака мигами, и уже после которой все-таки дворец сгорит окончательно и бесповоротно. Ну и это уже, конечно, финальная стадия, наверное, все-таки для Ксуда. У него ничего не осталось. Хотя и у обоих игроков из нижней команды тоже не все радужно. Но там хотя бы Nike очень хорошо себя чувствует, и у него достаточно сильный генерал, да, и заставляют уже Иксуда сдаться и приносит себе победу в свою копилочку команда Мафии. Ну что ж, такой вот был интересный матч, достаточно тяжелый для команды Хаоса. Вот Мафию можно поздравить с этой победой. Напомню, 2005 год. Игра, в принципе, достаточно старенькая, я бы уже так сказал. В 2005 году я во дворе, там, на улице играли в футбол, гоняли, и мультики смотрели по расписанию, потому что телеков не было, толком ничего смотреть нельзя было. А эти ребята уже играли в генералы, и достаточно успешно. Ну, а на этом я хотел бы с вами попрощаться. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, комментарии оставляйте, ставьте колокольчики, жмите все, что прожимается. Заходите на Трова и Twitch каналы для просмотров стримов. На этом я с вами не прощаюсь. До скорого. Всем спасибо, всем пока.